Добрый день, уважаемые зрители моего YouTube канала. Я Валерий Табаков, юрист. И сегодня мы разбираем одно из самых резонансных дел последних дней. Убийство Андрея Парубия, бывшего спикера Верховной Рады Украины. И это дело, как оказывается, вызвало множество вопросов. И я, как юрист, хочу поделиться своим взглядом на происходящее. Мы с вами обсудим, почему признание подозреваемого Михаила Сельникова, который заявил, что убил Парубия из личной мести, вызывает сомнения, и какие доказательства нужны, чтобы установить истину. Как вы знаете, сегодня также состоялся суд по делу об убийстве Ирины Фарион, но об этом видео будет позже. И если вам интересны юридические разборы громких дел, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, делитесь этим видео. Ваша поддержка помогает мне разбираться в таких сложных темах. Итак, что произошло? 30 августа 2025 года во Львове на улице Ефремова в Франковском районе был застрелен Андрей Парубий, известный украинский политик, один из лидеров Евромайдана 2014 года и экс-спикер Верховной Рады. Убийство произошло средь бела дня. Неизвестный, замаскированный под курьера службы доставки Глова в черной одежде, шлеме и с термосумкой подошел к Парубию и выпустил в него 7-8 пуль из короткоствольного пистолета. Парубий получил смертельное ранение и скончался на месте. На месте преступления полиция обнаружила 7 гильз, что подтверждает использование огнестрельного оружия. Убийца скрылся с места преступления на электровелосипеде, что указывает на заранее спланированный план действий. Через 36 часов 1 сентября в Хмельницкой области, недалеко от границы, был задержан подозреваемый 52-летний житель Львова Михаил Сельников. На следующий день, 2 сентября, в Галицком районном суде Львова он сделал сенсационное заявление. Сельников признал свою вину, заявив: «Я убил Парубия. Это была моя личная месть украинским властям за сына погибшего на фронте. Я выбрал Парубия, потому что он был рядом». Он также упомянул, что рассчитывает на обмен пленными, чтобы найти тело своего сына. Суд арестовал Сельникова на 2 месяца без права залога, и сейчас расследование продолжается. Дело ведут Национальная полиция, Служба безопасности Украины и прокуратура, которая подчеркивает, что убийство было тщательно спланировано. Подготовка велась месяцами. Но, друзья, почему я, как юрист, сомневаюсь в признании Сельникова? На первый взгляд, признание подозреваемого кажется убедительным. Человек сам говорит: «Я виновен», но в юриспруденции признание – это лишь часть доказательной базы, и оно никогда не является единственным основанием для обвинительного приговора. Давайте разберемся, почему действия Сельникова и его слова вызывают вопросы. Во-первых, поведение убийцы нелогично. Если верить
показаниям Сцельникова, он действовал из личной мести за сына, погибшего в боевых действиях. Но давайте посмотрим на детали преступления. Убийца тщательно замаскировался. Форма курьера Глова, шлем, термосумка – все это говорит о попытке скрыть свою личность. После убийства он уехал на электровелосипеде, а по данным источников в правоохранительных органах, возможно, пытался уничтожить улики. Например, сжег одежду или избавился от оружия и велосипеда. Это поведение профессионального исполнителя, а не человека, движимого спонтанным порывом мести. Представьте, если ваша цель – отомстить за личную трагедию, зачем так тщательно маскироваться? Зачем уничтожать следы? Личная месть обычно эмоциональна, импульсивна, и человек не тратит месяцы на подготовку. Здесь же мы видим хладнокровное, продуманное преступление. А после поимки Сцельников внезапно признается, да еще и ссылается на мотив, который звучит драматично, но не объясняет всех деталей. Это наводит на мысль. Либо он не все рассказывает, либо он вообще может быть не единственным звеном в этой истории. Второе. Российский след и заказной характер. СБУ и прокуратура сразу заявили, что не исключают российский след. Андрей Порубий был одной из ключевых фигур Евромайдана, а позже активным сторонником антироссийской политики. Его убийство может быть выгодно внешним силам, например, российским спецслужбам, как месть за события 2014 года или как провокация для дестабилизации в Украине. Соратники Порубия из партии «Европейская солидарность» также склоняются к этой версии. СБУ сообщает, что имеет оперативную информацию о возможном заказе, но подробности пока не раскрывает. Это тайна следствия. Если убийство действительно заказное, то Сцельников может быть лишь исполнителем, а его признание – частью плана, чтобы отвести подозрения от организаторов. Его слова про обмен пленными тоже настораживают. Это может быть попыткой выдать себя за жертву обстоятельств или получить какие-то выгоды, например, смягчение наказания или даже освобождение. Но без доказательств это всего лишь гипотеза. Третье. Что нужно для подтверждения вины? Как юрист я подчеркиваю, признание – это не доказательство само по себе. В уголовном праве, в том числе и в Украине, для обвинительного приговора нужны объективные улики, которые подтверждают слова подозреваемого. Без них дело может развалиться в суде. Что, на мой взгляд, необходимо найти, чтобы установить вину Сцельникова? Во-первых, остатки сожженной одежды. Если Сцельников действительно уничтожил форму курьера, чтобы замести следы, полиция должна найти хотя бы частицы ткани, следы горения или другие улики. Это можно сделать с помощью
криминалистической экспертизы. Пока таких данных в открытых источниках нет. Но, судя по сообщениям СМИ, правоохранители проверяют поставщиков формы Глова и возможные места, где она могла быть уничтожена. Второе. Электровелосипед. Убийца скрылся на электровелосипеде. И если Сцельников избавился от него, например, утопил в водоеме или спрятал, это нужно найти. Велосипед может содержать следы ДНК, отпечатки пальцев или другие улики, связывающие его с подозреваемым. Поскольку Сцельникова задержали в Хмельницкой области, полиция, вероятно, уже ищет возможные маршруты и места, где он мог избавиться от транспорта. Причем это место, наверное, скорее всего, может показать и сам Сцельников. Интересно, сделал ли он это? Третье. Оружие. Пистолет – ключевой элемент дела. На месте преступления нашли 7 гильз. И баллистическая экспертиза должна связать их с конкретным оружием. Если Сцельников утопил или спрятал пистолет, его также нужно найти. Без оружия доказать, что именно он стрелял, даже если Сцельников заявляет об этом, будет крайне сложно, даже с учетом видео с камер наблюдения. Кроме того, важны дополнительные улики, записи с камер наблюдения, момент убийства частично обнародован, но не полностью, анализ телефонов, проверка арендованных квартир, где Сцельников мог готовить преступление, и поиск возможных сообщников. Прокурор Львовской области Николай Мерет упомянул, что у следствия есть объективные доказательства, но пока их не разглашают. Это может быть ДНК, отпечатки или свидетельские показания, но без конкретики мы, как юристы, должны быть осторожны в выводах. Почему это важно? Убийство Андрея Порубия не просто уголовное дело, а событие с серьезными политическими последствиями. Если подтвердится российский след, это может повлиять на международную ситуацию. Если же это действительно личная месть, то обществу нужно понять, как человек дошел до такого преступления и почему выбрал именно Порубия. Но в любом случае истина требует фактов, а не только слов подозреваемых. На данный момент расследование продолжается. Полиция и СБУ работают быстро. Сцельникова задержали через 36 часов, что говорит о хорошей оперативной работе. Но я, как юрист, настаиваю: без физических улик, оружия, велосипеда, одежды, признание Сцельникова остается под вопросом. Возможно, он действовал один, движимый горем за сына. Возможно, он лишь пешка в чьей-то игре. А может, его признание – это попытка запутать следствие или добиться чего-то большего, например, обмена. Что дальше? Я призываю следить за этим делом внимательно. Расследование только началось, и в ближайшие недели мы, вероятно, увидим результаты экспертиз, баллистической, ДНК, возможно, найдут улики или сообщников. Если этого не произойдет, дело может стать уязвимым в суде. И мы, как граждане, должны требовать прозрачности. Убийство такого масштаба не должно остаться
без ответов. Если у вас есть свои мысли по этому делу или дополнительные факты, пишите в комментариях, давайте обсудим. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые разборы. И помните, в юриспруденции истина рождается из фактов, а не из эмоций или громких заявлений. Спасибо за внимание. С вами был юрист Валерий Табаков. До новых встреч!